Делаем сумку из пластиковой канвы. На этот раз я решила попробовать плюшевую пряжу. И сумочка получилась очень милая и красивая. Нам понадобится пластиковая канва для сумки, плюшевая пряжа, цепочка 120 см, 2 карабина и магнитный замок. Я решила начать с рисунка в виде сердечка. Вот как это выглядит схематично, дальше буду продевать на канве. Я отсчитала 3 клеточки от боковой стороны и 6 клеточек от нижней части канвы. В это место я продела пряжу и такими стежками начала делать сердечко, повторяя рисунок. Раньше я делала такие сумки с полипропиленовым шнуром и хочу сказать, что продевать плюшевую пряжу намного проще. Мастер-классы на сумки из шнура вы также можете найти на моем YouTube-канале. Таким получилось мое сердечко, оно будет на клапане сумки, и я думаю, я сделаю еще одно на задней части. Я присоединила боковые части сумки с помощью маркеров, чтобы было проще найти место для второго сердечка. Я также отсчитала 3 клеточки от боковой части и начала продевать второе сердце, следуя той же схеме. И я думаю, 2 сердец для этой сумки будет достаточно. Для того, чтобы спрятать кончики, я делаю 2 аккуратных узелочка с одной и другой стороны. Затем с помощью крючка продеваю их и вывожу на другую сторону и отрезаю лишние кончики. Таким образом, рисунок получится красивый и с лицевой, и с изнаночной стороны. Готовы мои сердечки, и для того, чтобы заполнить оставшуюся канву, я решила взять вот такой светлый молочный оттенок. Тут уже я решила не делать какой-то особый рисунок, а просто продевать вот такие стежки на 4 клеточки. Так что все, что мне нужно делать дальше, это продевать такие полосочки, чтобы заполнить всю основу. Единственное исключение, когда я продеваю пряжу вокруг сердца. Здесь мои стежки могут быть короче, чем на 4 клеточки. Готов мой первый ряд, и во втором ряду я просто разворачиваюсь и продолжаю делать вот такие полосочки на 4 клеточки. Продевая таким образом, моя лицевая и изнаночная сторона выглядит одинаково. Еще один момент, на который я обратила внимание, для того, чтобы изнаночная сторона была аккуратной, это продевать белую пряжу под сердцем, а затем продолжить делать стежки. Но если вы планируете добавить подкладку, можно на это не обращать внимания. Я продела так клапан и заднюю часть сумки и поняла, что мне не хватит светлой пряжи, чтобы так продеть всю оставшуюся канву. Поэтому я решила оставшуюся основную часть сделать розовой, а боковые части оставить белыми. Боковые части я также заполнила стежками на 4 клеточки. Такой размер на 4 клеточки идеально подходит, чтобы заполнить всю канву одинаковыми стежками. Я проделала так с одной и другой стороны, а оставшуюся часть, как и говорила, сделаю розовой, продевая такие же полосочки на 4 клеточки. И таким получилось мое полотно в этом сочетании цветов и с 2 сердцами. И дальше я уже буду собирать сумку. Сначала я решила пришить карабин к боковым частям. Я прошлась такими стежками в 2 ряда, чтобы крепление лучше держалось. Так я пришила с одной и другой стороны. Дальше я буду соединять боковую часть и основную часть. Для этого я прошлась по 2 раза в одну клеточку с одной и другой стороны. Если ваша пряжа более пушистая, то, думаю, и 1 раза может быть достаточно. Затем я иголкой вот так поправила основной рисунок, и таким получилось мое соединение. Для того, чтобы обработать оставшиеся открытые края канвы, я также продела пряжу по 2 раза в одну клеточку. И такими получились края. Дальше я присоединила к карабинам цепочку, и последним шагом было пришить магнитный замок. Для этой сумки я решила использовать 2 таких замочка. И вот мой финальный результат. Мне кажется, сумочка получилась очень милая и красивая. А как вам такая сумочка из плюшевой пряжи и с таким рисунком?